Наконец-то получилось вырваться из наручников быта, из затхлых стен и рубежей. И этот выпуск обещает быть, я не знаю, насколько классным, но, по крайней мере, очень необычным. Во-первых, я путешествую за пределами дома, за пределами Израиля. И я путешествую не один, что не характерно для моего блога. Мы путешествуем вместе с Клауджиани, и мы в Амстердаме. Наткнулся на таких приятных друзей земноводных, динозавров, рептилий. И хочется еще заметить, что мы после белой ночи, мы вообще практически не спали, только в самолете. Так, покемарили пару часов. Поэтому из-за синяков под глазами, вот иди покажи синяки под глазами. Из-за синяков под глазами мы выглядим как вурдалаки. Особенно я, у меня еще лицо покраснело. И я выгляжу как прокаженный упырь. Как раз самое то было бы попасть на кастинг для фильмов ужаса, а не гулять по Амстердаму. Куда бы меня ни забрасывала кривая, два верных спутника, которые встречают меня везде как путеводные звезды. Это Hard Rock Cafe и Irish Pub. Они есть абсолютно везде, где бы я ни был. И так получилось, что здесь они расположены один возле другого. И сейчас, я думаю, самое время будет упасть на пиво и что-нибудь захомячить. Сейчас мы гуляем по одному из самых больших парков Амстердама. И жалко, что нельзя передать запах. Тут такой запах, как будто в хижину к егерю попал. Этому срубу уже, вероятно, десятки лет. Не знаю, как его выкорчевывали, но дерево массивное. Внушает уважение. Это дерево как будто рисовали при помощи нейросети. Как будто оно находится в каком-то древнем сказочном болоте, покрытое тиной, мхом, а стволы выглядят как головы гидры, точнее, как их шеи. А это вот покрыто плющем, как будто его заковали в кольчугу, в природную кольчугу. Вероятнее всего, она нашла свой островок спокойствия в этом океане хаоса. А тут мы видим какую-то футуристическую постройку. Супрематизм такой. В
стиле Казимира Малевича. Я бы даже сказал кубизм. Но выглядит прикольно. Какой-то космический объект. Довольно злободневные фигурки, где каждый уткнулся носом в свой телефон и не видит не то, что окружающий мир, не видит собственного лица. Гуляя по центральной улице, просто кидается в глаза, насколько люди здесь одеваются по последнему писку моды. Все прям реально заморачиваются за собственный аутфит. И я себя ощущаю немножко таким обрыганом, колхозник такой. Только какой-то авоськи не хватает для полного отчуждения. Среди этих восковых кукол хорошо бы не затеряться самому. Это, конечно, парадокс, но в гигантских городах людных люди себя чувствуют особенно одиноко. Хотя с виду кажется, что все ходят в такой однородной толпе. На самом деле здесь полно одиноких людей. Говорю из опыта человека, который успел пожить в больших мегаполисах. То, что мне нравится в данном граффити и вообще во всей композиции, то, что вся кирпичная стена чистенькая, кроме вот этой вот двери. И выглядит как раз в тему. Кто бы мог подумать, что я попаду на такую демонстрацию, кажется, в поддержку протестов в Иране. И довольно интересное сочетание флагов LGBTQ флаг и иранский флаг вместе в одной цепочке. Довольно так непредсказуемо. Как по мне, мы довольно удачно залетели сюда, на главную площадь города, где такое людское море грохочет. Вообще интересно, нужно потусить, посмотреть, что тут за народец. А вон интересный контраст.
Вот интересная картина мира. Вон ребята за свободу Палестины бьются, а вон израильтяне. Ам Исраэль хай! А вот наши ребята с остальными яйцами в эпицентре бури, можно сказать, не боятся поднимать израильский флаг в центре Амстердама, когда напротив, смотрите, какие ребята находятся. Довольно-таки смелый жест, я поддерживаю. Вот это самый клишированный Амстердам. Теплоходы, каналы, эти кукольные домики разноцветные и молодежь, покуривающая травку напротив канала. Кстати, если внимание обратить на эти домики, они немножко под таким наклоном. И у них маленькие двери, огромные окна. Причем окна не зашторены, это просто рай для бойвуристов и эксбиционистов. Вот, я выговорил правильно. Прибыл сейчас в голландскую деревушку. Правда, язык сломаешь, пока выговоришь, как она называется. Звучит какое-то заклинание. Зайнсхемсхейм. Как-то так. Наверняка сказал неправильно, но не в этом суть. И сразу хочется отметить, что тут очень-очень тихо. Очень тихо. Когда отдаляешься от города и приезжаешь в какую-нибудь деревушку, пусть даже туристическую, это своего рода эскапизм от липкой городской сажи. Хочется верить, что кроны деревьев защищают от радиации выхлопных газов, которые обычно переполнены города. Издалека эти мельницы похожи на здоровенных крылатых великанов. И еще помимо декоративной функции и заманухи для туристов, они реально работают. Их реально используют по назначению. Чтобы работать на такой мельнице, нужно быть дипломированным мельником и учиться 4 года. Чему можно учиться 4 года, я не знаю. Чтобы прокручивать лопасти, запускать жернова. Еще говорят, что мельники всей семьей живут на мельнице. Я представил себе, что они в этой башенке живут всей толпой. А оказывается, у них такая пристроечка. Довольно крупная, мне кажется, метров 100 квадратных, не меньше.
Место тихое, приятное, умиротворенное, но довольно быстро наскучивает. Я просто не представляю, как можно здесь жить на протяжении там нескольких лет, если буквально 20 минут и все уже присытилось. Это как пытка красотой. Вроде все умиротворенно, красиво, но со временем, думаю, людей это уже раздражает. Я, кстати, видел тут только ветряные мельницы. А есть еще и водяные. Это как такое колесо, которое крутится. По идее, они должны быть здесь, но я пока не набрел.